Как блогеры. Как слышно, как видно? А стульчик вроде не портит картину. Да, красиво было. Не, ну оно просто... И стульчик. Я разговариваю, друзья. Добрый вечер. С вами поколение отца. Не переключайтесь. Хотя, если что, я не обижусь. Я шучу, все будет запись, и вы посмотрите. Халилуя. Друзья, добрый вечер. Кто только подключился и не знает, что такое поколение отца, мы молодежь католической церкви. Это такое молодежное служение. Мы встречаемся каждый четверг. Когда карантина не было, то мы встречались каждый четверг. Когда карантин закончится, мы приглашаем вас каждый четверг, 19:30, бульвар Перова, 1Б, здание Римо-католической церкви. Всегда вам рады. Вот. Сегодня тема, о которой бы хотелось, это на самом деле так сложно разговаривать с телефонами. Просто... В смысле, а мы без ключа? Ну, не знаю, просто когда на тебя, в принципе, ты понимаешь, что ты ориентирован на телефоны, это очень сложненько. А ты выключила и включила, Юля, там? Не включаю, включила. Включил Андрей, молодец. Не Или включал. я включила. В общем, вы можете присесть. Скажи что-то. Что? Да, сегодня у нашей прекрасной, особенной принцессы, у Оксаны Дмитриев день рождения. Говори громче, тихо. И мы всей нашей молодежной семьей хотим ее поздравить с этим прекрасным. Это просто это день, который Господь задумал, не знаю сколько лет назад, но думаю, что не так уж и много. Просто Бог предназначил этот день для того, чтобы родилась Оксана, и Оксана делилась о трудностях, которые я читала в Фейсбуке, и просто мы благословляем Оксану, благословляем этот Новый год ее жизни. Просто пусть Господь делает еще больше в ее сердце, еще больше делает в ее жизни, в каждой сфере ее жизни. Просто пусть слава Божья она изливается в каждой сфере Божьей, в каждой сфере жизни Оксаны. И просто пусть свет в ее сердце, хочу воды, он будет еще ярче, просто еще ярче, и чтобы люди просто подходили и спрашивали: девушка, почему вы так светитесь? И Оксана всем рассказывала о том, что это все Господь. И мы очень любим и ценим Оксану, ее доброе сердце, ее сердце служителя. В общем, с днем рождения! В общем, о чем сегодня я хотела бы поговорить, это о благодарности, о том, насколько важно быть благодарным. И как это меняет наше сердце и, в принципе, нашу жизнь. Все знают такую фразу, мы часто ее говорим на наших служениях, что проходя долиной смертной тени, проходи. Я бы немножко не изменила, а просто добавила, что проходя долиной смертной тени, проходи ее с благодарностью. Потому что это молитва благодарения, я верю, что это очень сильное оружие против дьявола. Спасибо. Я люблю очень сильно одно местописание в послании к римлянам, что любящим Бога все содействует во благо. Что это значит конкретно для меня? Что несмотря на то, что бы ты ни проходил в своей жизни, какие сезоны, хорошие, плохие, какие бы обстоятельства не были в твоей жизни, что все будет содействовать во благо. Что все будет хорошо, несмотря ни на что. Все, это означает все. Это означает все. Поэтому это уже хорошая новость, Господь, за что мы можем быть благодарным Богу, что бы ты сегодня ни проходил, что бы сегодня не происходило в твоей жизни, просто верь, что все будет содействовать во благо, что если сегодня еще ты не в месте победы, то просто знай, что это не конец, что конец будет это победа и благо для твоей жизни. Хочу поделиться с вами
поделиться с вами то, как началось это новое десятилетие в моей жизни, 2020 год. Это хороший год. Я помню, как в конце 2019 года мы молились, и я молилась, и мы благословляли этот год, и мы просто благословляли каждый день, и что Бог так много приготовил. И знаете, когда ты молишься, когда я молюсь, ну ты не представляешь, что там в 2020 будет карантин, пандемия, кризис и еще что-то. Ты смотришь на все самое хорошее, и я верю, что Бог, Он на самом деле для нас приготовил все самое хорошее. Но, аллилуйя. Бог не говорил, что в нашей жизни мы не будем проходить долины смертной тени. Бог не говорил и не обещал нам о том, что приняв меня в свою жизнь, твоя жизнь будет просто невероятно хорошей. Ты будешь посажен на облачко, и просто всю жизнь ты будешь протекать на этом облачке. На самом деле Иисус сказал, что в мире будете страдать. Аллилуйя. Но мужайтесь, я победил мир. В мире будете страдать, но мужайтесь, я победил мир. И до этого Он говорит, я все это вам рассказал, чтобы вы обрели через меня мир. В мире будете страдать, но мужайтесь, я победил мир. Иисус предельно честен. Он сказал о том, что в мире мы будем страдать, мы будем проходить разные испытания, но самое важное, Он сказал, что обретите через меня мир. Я, скажу честно, сильно много не копала, просто зашла в Википедию и погуглила, что означает мир. И первое, на что я потрапила, на что я попала, это было мир, шалом, как говорит нам Википедия, обозначает полнота, наполненность, здоровье. То есть Иисус говорит, что обретите через меня полноту, наполненность и здоровье. И даже если ты будешь проходить через страдания в своей жизни, ты проходишь это уже с позиции победителя, потому что твой Бог Иисус победил. Потому что Бог победил. И сегодня, что бы ты ни проходил в своей жизни, потерял работу, не знаю, болеешь, еще что-то, разные, не знаю, просто разные сезоны, просто стой в том, что говорит Слово Божье, что говорит конкретно Иисус, что я победил этот мир, мужайтесь, что означает, что мужайтесь, держитесь, но будьте уверены, что я победил, я дал вам полноту, я наполнил вашу жизнь, я дал вам здоровье, просто выбор за тобой, что выберешь ты в этом всем. Выберешь ли ты смотреть на проблему, или выберешь ли ты смотреть на Иисуса, который победил. И если ты смотришь на Иисуса, который победил, твое сердце, оно априори наполняется просто благодарностью, потому что ты понимаешь, что ты не сражаешься, что Иисус, Он сражается за тебя, и Он победил. Это то, что свершилось, это не то, что действие, возможно, будет когда-нибудь, это то, что уже случилось сегодня, что Он победил. И поэтому, когда мы возносим молитву благодарения, я верю в то, что мы просто убиваем дьявола, убиваем врага в той жизненной ситуации, в которой мы находимся, потому что ты не смотришь на обстоятельства, ты не смотришь на то, чего у тебя нет, ты смотришь на Бога, в котором есть полнота, в котором есть все. И на этом можно закончить. Меня Юля успокоила, что у меня есть листики, даже если садюсь, я всегда могу в них посмотреть. Я смотрю, но я не сбилась. Поэтому вернемся к прекрасному, благословенному 2020 году. И я просто верю, что все то, что сегодня происходит в жизни всего мира, я верю, что для верующих, кто верит Богу, кто уповает на Бога, Бог все обернет во благо. Все, просто все обернет во благо. Что бы сегодня тебе не диктовали твои обстоятельства, Бог все обернет во благо. И
Я молилась, благословляла этот год, и он так прекрасно начался, этот год. Мы ездили с ребятами в Мариуполь, в Пионерское, и очень круто, мы так круто встретили этот Новый год, в кругу классных детей. Ну, это было действительно очень круто, и не знаете, как в Новый год встретишь, так и проведешь, но нет. Так говорят в миру, и они в это верят, но это не работает, друзья. Да. И в принципе, я помню, что у меня на 2020 год было и есть много разных планов, много разных, я кучу разных себе как бы построила планов. Я верю, что это то, что вкладывает Бог в мое сердце, цели, планы, которым Он хочет, чтобы я шла. И да. И у меня, я работаю в стоматологии, клиника Дубновой на правах рекламы, очень хорошая стоматология. Я работаю в стоматологии, и в событии нашей клиники и моей работы было очень большое событие. У нас открылась уже новая клиника, тогда это был конец января, начало февраля, и открывалась новая клиника. И знаете, если кто-то организовывал какие-то мероприятия, это, мягко сказать, ты чуть-чуть нервничаешь, но это очень мягко сказать. На самом деле это очень много разных, ну, ты переживаешь, потому что, например, я никогда не открывала клиники, и ты не знаешь, как это, ты не знаешь, что, и в принципе, что все так, оно очень сложно эмоционально, физически. И я помню еще, когда это открытие клиники для меня было где-то там еще, ну, еще когда-то откроется, как сейчас многие живут, ну, карантин где-то там закончится. Друзья, он закончится намного быстрее, чем вы себе думаете, поэтому не живите где-то там, а живите тут и сейчас. И вот, и когда еще клиника для меня в моем сознании открывалась где-то там, где-то когда-то там откроется, одна сестра во Христе с нашей молодежной семьи прислала мне просто, мы с ней общаемся офлайн, онлайн, ну, крайне редко, мне кажется, раза два мы с ней общались онлайн, и она мне присылает просто одно предложение, говорит: Аня, я только что молилась за тебя, и Бог говорит, все у тебя будет на работе хорошо. Думаю, ну, я приняла это слово, потому что я лайфхак, все, что вам говорят хорошее, принимайте, на всякий случай, принимайте, тем более, что, ну, как бы, хорошо много не бывает. И я приняла это слово, и я так думала, к чему Бог это, ну, к чему Он это говорит, потому что у меня и так все хорошо, ну, как бы, все хорошо, все идет своим чередом, я очень люблю свою работу, я иду туда с удовольствием, ухожу оттуда тоже с большим удовольствием. Ну, просто для меня это было так странно, но это слово так попало в меня, что я решила его схватить и впустить в свою жизнь. И прошло буквально недели-две, и тут просто, знаете, если бы это описать в каком-то фильме, то это такие фейерверки, просто открытие клиники, куча звонков, ты не спишь, я помню, я спала по 4-5 часов, ты постоянно на телефоне, телефон у тебя разряжается, ты постоянно его заряжаешь, ну, это было просто так сложно для меня эмоционально, физически, ты просто иногда были моменты, когда ты думаешь: Бог, зачем мне это надо, зачем, вообще, куда я лезу, не знаю, была бы себе там это и не рыпалась. Ну, как бы, и ты понимаешь, что Бог тебя в этом продвигает, ну, что Бог тебя поставил в это место, Он хочет, чтобы ты здесь был, и ты не понимаешь, зачем. Но я вспомнила слово от Господа, которое мне передала благословенная сестра, что все будет хорошо, и в самые такие трудные моменты, что ты там смотришь, я за него держалась. Я за него держалась, и да, и тут открытие клиники. Все хорошо, все на тебя кричат, ты на кого-то тоже кричишь, ты в чем-то виноват, ты обвиняешь других. В общем, это очень было сложно для меня. И тут в этот же период очень сильно заболела моя мама. Очень сильно, это означает очень сильно. Она около 3 недель, может быть больше, может, ну, плюс-минус 3 недели. У нее была температура 39 и больше никаких симптомов. Я верю, что это был не коронавирус. Но для меня это было так сложно, потому что ты эмоционально истощен на работе, ты приходишь домой и ты видишь маму, которую ты очень сильно любишь, и она просто постоянно спит, и у нее высокая температура. Для меня это было сложно. Были
Для меня очень тяжелые моменты, когда я подходила и просто проверяла, дышит ли она вообще. Ну, потому что это было очень сложно, когда ты не посмотришь, не зайдешь в комнату к маме, она постоянно спит, и это очень страшно. И были моменты, когда я посреди рабочего дня и выезжала домой, потому что ей было плохо. И знаете, и оно как одно на другое просто на тебя накладывается, и ты вообще не понимаешь, что происходит. А теперь вернемся к концу 2019 года. Я молюсь иногда, читала Слово Божье, ладно, не шучу, не иногда, читала Слово Божье, и с конца 2019 года Бог много начал мне говорить о благодарности, о силе, что благодарение — это большая сила, что это действительно очень мощное оружие. И я помню, что это уже был 2020 год, я слушала одну конференцию одного мужа Божьего, которого зовут Билл Джонсон. Юля, сейчас похлопай. И для меня он просто такой великий муж веры, такой просто генерал-офицер, как дядя Саша, только американский, знаете, со спецэффектами. И я слушала его конференцию, и он там говорил о благодарности очень много. Может быть, цель его послания была другая, но ты понимаешь, что когда Бог что-то говорит, ты слышишь только одно. И он начал говорить такие слова, что когда ты последний раз благодарил Бога за то, что ты просто можешь кушать. И я подумала, да ладно, вау, что он такой, Бог там, не знаю, что-то пооригинальнее придумать, за что можно отблагодарить Бога, но что это такие простые вещи для нас, привычные, банальные, то, что как само собой разумеется, я настолько уже привыкла к каким-то вещам, что я просто сижу и мне мало, я хочу больше. Но когда я просто остановилась и поблагодарила Бога за элементарную возможность, что я могу видеть, что я могу слышать, что я могу ходить, что в моей жизни на самом деле все хорошо, я имею дом, я имею прекрасную семью, я имею прекрасных друзей, хорошую работу. Как часто просто и меня так это начало, знаете, как Бог начал просто потихоньку разбивать мое такое каменное сердце, и просто, знаете, этот камень отбивать, и просто я поняла, что насколько я стала эгоцентричной, настолько сориентировалась на себе, я хочу, мне надо, мне этого не хватает, что я перестала замечать, как много добра есть в моей жизни, как много. И увидеть это все мы можем на самом деле только тогда, когда мы просто сядем и начнем благодарить Бога, и начнем смотреть на то, что мы имеем. И в этот момент ты понимаешь, что как много тебе дано, как много ты имеешь, как много на самом деле в твоей жизни доброго. И ты просто как убираешь взгляд с того, не то, что оно само собой убирается, и ты понимаешь, что как много вещей на самом деле не важно, как много вещей на самом деле это такое второстепенное. И я верю, что когда мы с искренним сердцем благодарим Бога и говорим Ему спасибо, то Бог дает больше, И это не какая-то мантра или заклинание, что вот я сяду, буду благодарить Бога, и тут у меня машина, квартира, еще что-то. На самом деле нет, суть не в этом. Но когда ты верен в малом, Бог тебе дает больше. Когда ты искренне, честно верен в малом, благодарен за то, что для тебя, может быть, даже выглядит в твоих глазах малым, но в глазах другого человека это просто вау. Когда ты верен и благодарен в этом, Бог дает больше. И как бы тогда, когда я начался этот очень сложный сезон в моей жизни, это открытие клиники, заболела моя мама, у нас есть семейная группа в Вайбере, заболели мои племянники, и просто, знаете, наша группа в Вайбере, она превратилась, как это есть в православной церкви, за здравие. Просто одни смс-ки о том, что нужно молиться за то, нужно молиться, и я помню, как я приходила вечером, и просто ты открываешь Вайбер, и ты читаешь, молитесь там, Эвелине плохо, молитесь маме плохо, молитесь то, и ты лежишь и думаешь,
Бог, ну типа, что это? Что происходит? И для меня, я просто помню, как я плакала. Нет, я не плакала, я тогда держала, но я настолько, может, ты плакала. Просто ты лежишь, и ты не понимаешь, что происходит. А Бог дальше тебе говорит о важности, что Аня, благодари. И ты думаешь, серьезно? Может, ты мне хотя бы скажешь, что там не бойся, я Бог твой, не страшись. А ты мне говоришь сейчас о благодарении? Ну, типа, серьезно, я нахожусь в такой, в проблеме, серьезной проблеме, когда ты, не понимаешь, что происходит. И я очень долго сопротивлялась Богу, я очень долго пыталась торговаться с Богом. Знаете, что я сделала не так? Где я согрешила? За что ты меня наказываешь? Что я делаю не так? Где мне нужно подправить, где мне нужно почесать, подтереть, чтобы все стало обратно хорошо? Что было не так? И вишенкой на тортике стало для меня, когда, я помню, ехала в такси, позвонил мой брат, у моей мамы была проблема с коленом, позвонил мой брат, она делала там снимки одни, и он показал эти снимки докторам, и они просто такие, как для меня, очень страшные диагнозы начали говорить, что необходимо 2 дорогостоящие операции. Просто когда я еду, помню, в такси, мне брат говорит это все, и я понимаю, что это все, это как последняя такая точка, которая тебя просто прихлопнула бетоном, и ты понимаешь, что все, что ты ничего не можешь, что я поняла, что я больше ничего не могу, что все, что я могу, это просто закричать и все. И я помню, у нас было молодежное служение, я приехала, и я сказала Богу только одно, что несмотря ни на что, я буду идти за тобой. Несмотря ни на что, я буду идти за тобой, и что бы ни было, я верю, что, я просто тогда держалась за слово, что любящим Бога все содействует во благо. И я верю, что каждую эту ситуацию, что ты обернешь во благо, я верю, что, я сейчас верю, это еще, я верю, что Бог уже победил эту ситуацию, но я еще пока по дороге иду к победе, и что придет время, когда я буду вам свидетельствовать с места победы о том, что Бог сделал в этой истории с маминым здоровым коленом. И я помню, как я шла по улице, молилась, продолжала петь свою песню о том, Бог, что я сделала не так, что не так, что не так. И Бог мне начал в мое сердце, просто ты как слышишь такой тихий голос, что Бог говорит, неужели ты работаешь на меня? Неужели ты зарабатываешь у меня? Неужели ты думаешь, что ты как-то плохо сделала свою работу, и я уменьшил твою зарплату, и я сделал и в твоей жизни появилось это? Что ты выберешь сейчас? И я так четко для себя услышала тогда просто вопрос от Бога, что ты выберешь сегодня? На что ты будешь смотреть? Я просто как увидела картину такую, что все, что хочет враг, это сфокусировать нас на проблеме, сфокусировать нас на том, что происходит в нашей жизни, сфокусировать нас на том, что ты что-то теряешь, на самом деле показать, что ты что-то теряешь. Юля, что ты делаешь? Что ты что-то теряешь. Но задача Бога, что хочет Бог, это сфокусировать тебя на том, что ты имеешь и что на самом деле для тебя приготовлено. И я помню, что тогда я просто вспомнила все рекомендации Бога о том, как важно благодарить. И я просто начала смотреть, благодарить Бога за все, что я имею. И я увидела, как много блага есть в моей жизни, что у меня потрясающая семья, что я в этом всем не одна, у меня есть 2 старших брата. И это, что это такая сильная поддержка, это так сильно. У меня есть хорошие друзья, которые я знаю, что они всегда со мной рядом. У меня есть хорошая работа, у меня есть хорошее руководство. Что Бог так много на самом деле дал в мою жизнь. И просто, знаете, я начала благодарить Бога, и я увидела, как много блага есть. И я просто, я увидела, как начала меняться просто атмосфера в нашей семье, атмосфера в моей жизни, в ситуациях сложных, которые были на работе, с мамой. С мамой, слава Богу, все хорошо. То, что мы запланировали
там, то, что было запланировано нами, какие-то наши, наши цели, это не так, то, что, в общем, то, что мне казалось, что это все как поставлен крест, мы дальше продолжаем делать, и как бы, ну, и как я говорю, что я верю, что Бог явит свою славу, и просто сегодня я стараюсь идти просто с благодарным сердцем, с благодарностью за все, что я имею к Богу, и я вижу, как Бог меня поддерживает, я вижу просто, как Бог, Он просто держит меня, и как, знаете, не дает украсть врагу то, что бы он хотел украсть. Я недавно делилась с кем-то о том, что я так много говорю о своей работе, я аж переживаю. Я очень просто люблю свою работу и благодарна Богу за работу. И у меня есть такая, я раньше работала на Льва Толстого, от метро я шла пока до работы, и у меня была такая как дорожка, когда я, просто такая дорога благодарения, скажем так. Я благодарила за все, что я имею в своей жизни, и потом начала размышлять, почему у меня на работе все так хорошо. Ну, как есть трудности, понятное дело, но в целом как бы все хорошо, и что я там никогда не ставила перед собой никаких целей, добиться чего-то, там просто я старалась делать свою работу и стараюсь делать ее хорошо, так как умею, не всегда, конечно, но чаще я стараюсь делать ее хорошо, и как, ну, и я верю, что я услышала как голос Бога в своем сердце, что когда ты благодаришь, ничего не ожидая, что Бог приумножает, что вот Он, ну, что Бог, когда ты благодаришь, ты благодарен за то, что ты имеешь, ты благодарен, ты верен в малом, Бог дает больше. Ну и что это та сфера моей жизни, за которую я никогда там, не знаю, не нарекала, не роптала, не требовала. Я просто всегда честно, искренне была благодарна за то, что я имею, и просто как-то верю, что это благодарение, оно как открывало дальше, шире двери и будет открывать. Вот. И в этот вечер, когда Бог проговорил мое сердце, когда мы с Ним разговаривали о важности благодарения, вечером открыла Библию, читала Библию, и абсолютно не специально, случайно я попадаю на Евангелие от Матвея, и там рассказывается, все слышали историю о том, как Иисус накормил 5000 человек, не считая женщин и детей. Мог бы посчитать? Ну, что не посчитал? Не считали тогда. Неважно. Мы прощаем их. Это шутка. И там было такое. Когда ученики пришли и сказали, что давай отпускать всех, все голодные, еды нет, что делать? И что сделал Иисус? Тогда Иисус, взяв хлебы и возблагодарив Бога, разломил их и раздал всем тем, кто сидел. Также раздал им рыбы, сколько кто хотел, когда они насытились, и там та-та-та. Но самый важный момент, что когда Иисус был в нужде, ребята, 5000 человек, не считая мужчин и женщин, несколько хлебов, и там 2 рыбы было, 5 хлебов и 2 рыбы, не помню. Иисус, я несколько вариантов перевода специально выписала, взял хлеб, произнес благодарственную молитву, воздав благодарение, вчинивши подяку. Иисус поблагодарил Бога за то, что Он имел. Он просто поблагодарил Бога за то, что Он имеет. И Иисус размножил. И Иисус просто, Он дал больше, Он насытил на самом деле больше и дал больше, чем нуждались, потому что там осталось еще несколько, собрали этих, корзин еды, хлеба, и это, что меня тогда просто разложила на кусочки, честно. Вот я помню, как я просто легла, я лежала на диване, и просто меня настолько это разложило, меня настолько просто, я так плакала, что нет ни одной ситуации в твоей жизни, через которую Иисус не проходил, и в которой Иисус оставит тебя, и что нет ни одной ситуации, в которой Иисус не оправдает твои надежды.
и что просто он прошел жизнь и путь свой намного сложнее, чем у меня. И просто, не знаю, для меня это было так сильно, что, что Иисус просто, как Он дает инструкцию, что когда ты находишься в нужде, когда ты проходишь сложные сезоны, просто вознеси молитву благодарения Бога. Просто поблагодари Бога, просто смотри на то, что ты имеешь, смотри, что у тебя есть. И на самом деле это меняет нашу реальность, это меняет нашу жизнь, когда мы смотрим не на отсутствие, а на то, что ты имеешь. Это так радикально просто меняет все, что есть у нас. И расскажу, не хотела, но расскажу. На самом деле в миру, вне церкви, есть тоже такая теория благодарения. И, это правда, есть там позитивное мышление, что позитивно нужно мыслить, и все к тебе придет, благодари, и все к тебе придет. У меня есть одна моя подруга, которая открыла для себя, она сегодня не верит в Бога, и она открыла для себя эту теорию, что я поняла, что нужно. Нужно просто быть благодарным, просто благодарить за все, просто благодарить за все, быть благодарным, и эта благодарность просто принесет тебе все, о чем ты хочешь, все, о чем ты мечтаешь, все, чего тебе не хватает. И это одна часть правды. Это одна часть правды. Есть вторая часть правды, что когда ты строишь свою жизнь на песочке, то есть на себе, на каких-то своих позитивных эмоциях, на хорошем настроении, ты можешь быть благодарным. Но когда ты проходишь в своей жизни долину смертной тени и проходишь ее сам, без Иисуса, я не верю, что ты можешь быть благодарным. Потому что, это нереально. На кого ты полагаешь свою надежду? На себя. А ты понимаешь, что ты в этом вообще просто беспомощен, ты ничего не можешь сделать, и и все, и эта благодарность, она просто теряется, и как показывает практика, я не пытаюсь смотря на ее жизнь, сегодня я вижу, когда она проходит сложные сезоны в своей жизни, благодарность тоже проходит где-то в другой стороне, и что на самом деле, когда ты строишь свой фундамент, свой жизненный фундамент, свою жизнь на прочном фундаменте, на Иисусе, на том, который победил этот мир, на том, в котором есть полнота, на том, в котором есть все, только тогда ты можешь быть благодарным, только тогда, когда ты понимаешь, что твой фундамент не ветер, ни вода, ни пандемия, не знаю, ни ураган, он просто даже на миллиметр не сдвинет. Даже на миллиметр не сдвинет. По-другому я не верю. И не знаю ни одного человека, который благодарен в сложные сезоны, строя свою жизнь не на Боге, не на Иисусе. Да, поэтому хочу вам просто, знаете, вдохновить сегодня вечером, просто сесть и попросить Духа Святого, чтобы Он просто открыл вам, помог увидеть, как много есть в вашей жизни, как много есть в моей жизни, в жизни каждого, чтобы Он открыл, что как много есть в моей жизни, тоже попросить. Шутка. Просто что и вы увидите, насколько вы богаты, и вы увидите, насколько ваша жизнь на самом деле богатая, как много вы имеете, что вы даже можете поделиться с кем-то, что вы, глядя на то, как много я имею, ты можешь понять, что ты можешь с кем-то поделиться, что ты можешь быть для кого-то ответом, что ты можешь быть для кого-то светом. Сегодня, особенно в условиях карантина, мир нуждается в ответе, мир нуждается в свете, и этим светом можешь быть ты, этим ответом может быть Бог через тебя. Поэтому просто хочу вас вдохновить, просить Духа Святого, чтобы Он открывал вам все то добро, которое у вас есть, и вдохновить просто к молитве, прославлению Дома, благодарения, не только один раз в четверг, когда мы можем трансляции
воздать славу Господу и поблагодарить за все, но каждый день просто смотреть все то доброе, что есть в каждом дне, что сегодня Бог дал мне хорошего, что сегодня хорошего я имею. И я верю, что Бог будет давать больше. И я верю, что Бог, Он будет давать больше. Да. А еще я хочу просто поделиться, это уже не связано с благодарением, одним откровением, которое мне сегодня помогает проходить этот карантин. Не знаю, мне кажется, что Бог хочет, чтобы я поделилась. Когда только начался карантин, я слушала одного мужчину, Божьего мужа, не Билла Джонсона, но другого тоже Божьего мужа, и он говорил разные вещи, и он говорил о сложных сезонах, о том, что будут сложные сезоны. И для меня он сказал такую важную вещь, которая так сильно попала в мое сердце. Я поняла, что я буду держаться просто за это. Я просто буду держаться за это. О том, что Бог, Он альфа и омега, Он начало и конец. Бог знает все. Он знает все. Он знал, что будет коронавирус, хотя мне больше нравится COVID-19. Это как-то так прикольно звучит. COVID-19. Коронавирус как-то. В общем, Бог, да, я знаю, помню. Просто вы не заценили мою COVID-19 странно. Мы переживали, что ты забудешь. Не забуду. Что Бог знал о том, что будет эта пандемия. Бог знал о том, что сегодня, возможно, ты потеряешь работу, что сегодня, возможно, твои финансы, они уменьшатся. Бог это все знал, но есть хорошая новость в этом всем. Бог не оставил тебя в этом, Бог готовил тебя к этому, и Он с тобой в этом. И Он с тобой в этом. И поэтому это для меня просто это было такое откровение, что сегодня я не буду смотреть на то, что говорят новости, что там экономика рухнет, и вообще, сегодня мне сказали, 2 года будет этот карантин длиться, еще что-то. Я не разрешаю это. Я просто тогда для себя выбрала, что я не хочу сегодня смотреть на то, что мне диктует эта пандемия, на то, что диктует мне правительство, на то, что я стараюсь слушать правительство, их какие-то штуки, на то, что там диктует, кто бы что ни диктовал, что я буду смотреть на Бога, и я знаю, что Он со мной в этом, и что Он знал, что это будет, и Он не оставит меня в этом, что Он выведет из этого блага, и потому что любящим Бога все содействует во благо, и я просто, не знаю, как это, утверждаю и верю в то, что бы сегодня ты не проходил, что бы сегодня ты не потерял, что Бог даст больше, и что Он выведет из этого блага. Даже если сегодня ты не видишь выхода, даже если сегодня ты переживаешь какую-то нужду, просто смотри на Бога и верь, что из этого Господь, Он выведет благо. Потому что любящим Бога все содействует во благо, все, абсолютно все содействует во благо. Вот так вот. Поэтому домашнее задание сегодня, чтобы просто помолиться, попросить, чтобы Дух Святой просто открыл каждому из нас все то доброе, что мы имеем в своей жизни, за что мы можем сказать Богу спасибо. И просто хочу вас вдохновить это делать каждый вечер, перед сном, не знаю, просто взять чай, выйти на балкон, просто сесть в комнате. И просто каждый вечер благодарить и смотреть на то добро, которое Бог дает нам в каждом дне. А Бог добрый, и Он дает добро в каждом дне, каждому своему ребенку Он дает добро. И поэтому просто воздайте славу Господу. Говори со зрителями.